Представьте себе лес, древний, могучий, и в нем стоит дуб. Его корни уходят на 40 метров вглубь, к кострам прадедов, а его ветки тянутся на 30 метров вверх, к мечтам правнуков. А теперь представьте себе дурака с пилой. Он подходит к дубу и говорит: «Я – это самодостаточная личность. Моя свобода вне зависимости вообще от всего». И начинает пилить ствол дуба. Дуб, конечно же, падает. Дурак стоит на пне и, торжествуя, кричит: «Вот он я! Я свободен от прошлого! Я ничем не обязан ни этому дереву, и вообще никому, и ничему». Но правда в том, что он не видит, что он не на пне. Он на вершине 40-метровой колонны, мертвой древесины, которую он объявил несуществующей. И что он обречен упасть рано или поздно. И что его дети тоже будут рождаться уже теперь в падении. Но мы же не дураки с пилой, правда? По совести без кривды все предки наши жили. Славянские народы едины всегда были. Свободу, справедливость потомкам завещали. Волхвы от Бога словом всем истину вещали. Родители всегда были святые, и миллионы предков с одной лишь целью жили, что в будущем у них здесь появились мы. От мамы и от папы мы все здесь рождены. Родителей своих всегда вы почитайте, и в старости в их жизни заботу проявляйте. Отцов и матерей, сынов и дочерей своих вы защищайте. Любовь и уважение к друг другу сохраняйте. А предков всех своих храните памяти вечно. Потомков всех учите. Учите безупречно любить святую землю и Родине служить. По совести, без кривды, чтоб дети могли жить. Мы очень часто слышим в жизни слово «род» и думаем: семья, родственники, ДНК. Мы смотрим на слово «народ» и видим этнос, язык, фольклор. Мы читаем слово «родина» и вспоминаем границы на карте, гимн, флаг. Но чаще всего все мы слепы. Точно так же, как слеп тот, кто смотрит на океан и видит только воду. Потому что род – это не список имен. Это река живого огня, что течет через время. Каждый предок – это не строчка в архиве, это живой поворот течения, выбор, который создал берег, по которому сейчас течешь ты. Твоя мать – это не просто женщина, которая тебя родила. Она – это живой мост между тем огнем под названием река жизни и тобой. Твой отец – это не просто источник генов. Он плотина, принявшая удар этого мира, чтобы ты мог расти в покое и в тишине. Семья – это не ячейка общества, это миниатюра вселенной. Это где ты учишься самому главному в жизни – как служить своим родителям, как выполнять свой долг, как защищать своих будущих потомков и детей, как быть щитом для жены, для близких, для друзей, как быть небом для своего мужа и собственного мужчины. И если ты не научился этому здесь, ты разрушишь все, к чему прикоснешься на большом-большом масштабе.
под названием «Будущее». Народ. Народ – это не население. Это общий миф, общая память, общая боль и общая победа. Это когда твой предок падал на Куликовском поле, и его последний вздох смешивался с землей. Той самой, по которой сейчас ходим мы. И в этой земле до сих пор бьется сердце наших предков. И оно стучится в наших снах, в наших сердцах. Но все мы слишком современные, чтобы это понимать и слышать. Слышать стук их сердец. Культура. Культура – это не песни и вышивалки. Это язык, на котором говорит сама земля. С каждым из нас. Это ритм, под который бьется наше родовое сердце. Выброси это, и ты станешь беспочвенным мутантом, вечным потребителем с пустотой внутри. Потому что человек без своих корней – это пустота. Нация. Нация – это не политика. Это семья семей. Это когда ты смотришь на незнакомого человека и узнаешь в его глазах ту же самую боль, ту же самую радость, тот же самый свет, тот же самый менталитет, что и в глазах твоего собственного деда или отца. Это ответственность за него, за свою семью, за детей и за их будущее. Родина. Родина – это не страна. Это тело твоей матери, земля. Та самая, что кормила 1000 лет. Твой род, твой народ. И каждая ее борозда – это морщина на лице твоей праматери. Ты будешь ее любить? Или будешь продавать, пачкать, унижать? Предатель своей земли – это предатель своих собственных предков и предатель своей собственной матери. А предатель матери – это мертвый человек, даже если он ходит и дышит. Заповеди предков – это не просто свод каких-то там правил, норм этики, морали, культура. Это инструкция. Инструкция по выживанию огня. Это инструкция, как передать его и не обжечься, как нести, не уронив, как разжечь этот огонь еще ярче в своих потомках. Каждый из нас – это звено. Всего лишь маленькое звено. Но если ты сгинешь, цепь разорвется, огонь упадет в грязь и погаснет, и превратится в тлеющие угли. То, что мы наблюдаем сейчас. И тьма рано или поздно поглотит абсолютно все, что было до тебя, и все, что могло быть после. Спроси себя, разве за это твои деды и отцы отдали свою жизнь? Твои дети рано или поздно, твои потомки спросят: папа, а кто мы такие? Откуда мы? Зачем мы здесь? И если у тебя нет ответа, ты не отец. Ты – это биологический аппарат для размножения. Потому что отец – это тот, кто сажает ребенка на плечи и говорит: смотри, сынок, видишь ту гору? Там твой прадед защищал нашу землю, защищал нашу родину. Видишь ту реку? Там твоя прабабка черпала из нее воду для твоего деда. А вот там поле. В этом поле начался наш род. И теперь это все, сынок, твое. Бери, приумножай и передай своим детям. Сильное,
красивая, мудрая, добрая, любящая. Поколения прошлого, наши пращуры, не умерли, потому что они — это корни нашего дерева. Это наше будущее, и прошлое, и настоящее. И это не абстракция, это плоды, которые каждый из нас должен вырастить сам. И если корни отсохли или отрублены, то дерево падает. И если ты не растишь плоды, то твоя ветвь и твоя жизнь абсолютно бессмысленна. И ее рано или поздно кто-то отрежет, либо она отсохнет. Все мы, абсолютно все, хотим быть свободными, хотим быть счастливыми, хотим комфорта. Но настоящая свобода — это сила стоять прямо. Потому что за тобой, прямо за тобой, стоят тысячи твоих предков. А перед тобой, возможно, тысяча твоих потомков. А ты это мост между вечностями. Ты это мост между мирами, который соединяет все. Но вот в чем правда. Большинство из нас ведут себя не так, как мост, а так, как будто они — это всего лишь щепка. Щепка в каком-то потоке. Мы не русские, мы россияне. Мы не африканцы, мы афроамериканцы. Смешно. Когда ты взрослеешь, всегда приходит время вопросов. И один из них звучит очень просто. А кто ты? Щепка? Всего лишь щепка в бушующем потоке жизни? Или ты все-таки мост? Мост между мирами твоего рода? Между прадедами и твоими потомками. И еще самый главный вопрос. Если ты мост, то что ты оставишь после себя потомкам? Оправдал ли ты надежды всех тех миллионов твоих предков, которые жили только с одной целью, чтобы у них появился ты?